Да. Добрый день, уважаемые друзья! Добрый день. Очень приятно встретиться с нашей гостьей Ольгой Владимировной Хорошковой. Изумительный доктор, потому что я уже не один год с ней знаком. И как профессионал, знаете, профессионалы, они всегда, в общем-то, в любой сфере, ну, как-то ревнительно, скажем, относятся к своим коллегам. Несомненно, Ольга Владимировна – это действительно доктор от как бы внутренней потенции, вот это внутреннее ее состояние. И в то же время это высококвалифицированный специалист. Она, конечно, специализируется как мамолог-онколог, но эрудированный специалист, и как любой настоящий доктор всегда, в общем-то, рассматривает не болезнь, а больного во всей его, так сказать, многообразности, то есть и физиология, и психология, и жизненные обстоятельства. Поэтому, Ольга Владимировна, вот сегодняшняя наша встреча, она посвящена, ну, скажем, такому цунами, который происходит сейчас вот с нами, да, то есть коронавирус, да, вот он занял все умы, и я специально именно, в общем-то, попросил, чтобы сделали эту запись, и мы могли каким-то образом, как профессионалы, именно дать информацию нашим соотечественникам и все-таки максимально как бы и правдиво, и профессионально разъяснили, вот что такое коронавирус и что сейчас происходит в нашей стране, и как бы затронуть, и, конечно, и весь мир, потому что, ну, реально, да, это уже, скажем, захватило всю планету, да, вот, как в принципе, я считаю, и очень часто бывает пандемии, то есть, как бы это глобально уже весь мир заболел каким-то штаммом гриппа, да, это происходило неоднократно, это же не впервые происходит, но все-таки есть специфика вот такого сегодняшнего дня. Вот расскажите ваш взгляд именно на то, что сейчас происходит с коронавирусом и с всей этой ситуацией. Вот чисто именно как профессионал. Спасибо. Спасибо. Приятно сказать, что мне очень приятно встречаться сегодня с коллегой, тем более мы всегда очень интересно общаемся, и действительно эта встреча посвящена тому, что ситуация, которая возникла сейчас, она действительно возникает в то время перемен, когда, казалось бы, где-то инфекция, которая нас удивила, но вместе с тем она была, коронавирус как таковой, впервые был выделен в 1965 году, и вообще его известно несколько Да, штаммов. да. И поэтому, как бы, если говорить о сезонных ОРЗ, которые всегда были, то есть весенний период, осенний, и особенно это по нашим детям мы наблюдали, то есть 34%, как правило, сезонных заболеваний Да, это да, риновирус, и 14% всегда были коронавирус. То есть мы да. как бы с ней встречались. Но наступил 20 век, и вдруг мы получаем совершенно новые формы. Мы получаем с вами в 2002 году эпидемию SARS, когда идет атипическое внимание, потом 2012 год, когда мы получаем опять-таки тяжелые именно вирусные патологии, связанные с последующим тяжелейшим дистресс-синдромом легких. И вот наступил 2020 год, хотя, конечно, 31 декабря 2019 года в городе Ухань официально, как сказать, именно была зарегистрирована, и в последующем об этом объявили Всемирная организация здравоохранения. И вот сейчас мы говорим с вами о пандемии коронавируса COVID-19 в связи с тем, не с количеством, скажем так, летальных исходов. Мы должны понимать, пандемия не от слова паника. Пандемия, потому что сейчас у нас вовлечены в этот процесс более 25 стран. И, естественно, каждая страна принимает свои для себя, как она может, адекватные меры по защите. Вообще, коронавирус – это сегодняшний вирус, это вирус путешественников. Так как это возникло в достаточно многонаселенном, скажем, там, государстве, не буду говорить о том миллиардном, да, городе Ухань, мы знаем уже сейчас эту замечательную историю, 11 миллионов, один из таких серьезных центров Уханя, все это происходит на рынке, причем это не рынок в нашем понятии, там, где масса диких животных, там и
енотовые собаки, вы знаете, там кошки, и самое главное, что в пищу культура этой страны использует тех самых летучих мышей, которые и Ну да. явились резервуаром. И, безусловно, густонаселенный такой вот, как сказать, ну, больше, чем Москва, скажем так, объект, в котором еще рынок, в котором еще более, причем в котором социальные слои, безусловно, самые разные, поэтому это и вызвало такую вспышку. И вот тот момент, это, конечно, эпидемия. И что было важно, коронавирус, он проявляется на сегодняшний момент, почему мы обращаем на это внимание. Один из таких вот особенностей этого коронавируса, безусловно, прежде всего поражение, как знаете, говорят, как была, помните, игра «Кто у нас слабое звено?» Да, да. Да, безусловно, страдают именно пожилые люди. В основном это мужчины, Да, женщины да. меньше, причем это мужчины, начиная с 60 лет. Но обратите внимание, это уже изначально со сниженным иммунитетом, когда мы говорим с тяжелой легочной патологией, когда мы Ну да, говорим с конечно. вами о людях с сердечно-сосудистой, онкозаболевания. Ну При да. этом давайте посмотрим, что это немножко изначально пошло и как социальная группа, потому что все-таки и летучие мыши, тот образ жизни первично, который... Это говорит о том, что в данном случае пострадало самое, наверное, где-то и экономическое население, а экономика, как сказать, и определяет здоровье Ну человека. да, да. А в последующем уже мы пошли, как бы человек, летела мышка, причем эта мышка не только летает, она там какает и все прочее, распространяется на животных. Животные явились в последующем, что называется, потом это пришло к человеку. Но вот с учетом того, допустим, что всем было понятно, какая эмоция из-за этого. Я врач-онколог. И пока мы с вами уже позволили друг другу вот эту замечательную беседу там, в течение 5 минут, и вы, дорогие телезрители, ежесекундно в каждом из нас с вами образуется до 100 тысяч полноценных раковых клеток. То есть мы должны с вами знать, что мы с вами полноценная лаборатория, как бы, что называется, мы с вами не только кушаем, но и выделяем определенные экскременты. Так и наши с вами онкоклетки у нас образуются. Но наличие хорошей иммунной системы позволяет нам с вами справиться, найти и инактивировать эти клетки. Поэтому возможность как быть больным, так и быть здоровым есть у каждого. Знаете, есть такая очень хорошая притча, когда к мудрецу подходит человек, у него зажата живая бабочка в кулаке. И он спрашивает: скажи, у меня здесь живое или мертвое? На что мудрец на него смотрит и говорит: это твое право. Так и здесь. Когда мы говорим сегодня о коронавирусе, мы должны, безусловно, сострадать в тех случаях, когда действительно в эпицентре, где это произошло. Более всего, я хочу сказать, что это может вот тех врачей, тех медицинских работников, которые находятся, это самая, скажем так, незащищенная группа. И тем не менее, те люди, которые там работают. И хочется воздать здесь и молодому доктору из Китая, который первый обратил на это внимание. Мы должны здесь вспомнить итальянского врача в 2003 году, именно его именем названа инфекция Убани, который точно так же поехал и был во Вьетнаме и спасал группу с подобной инфекцией. Причем много отработал, и уже когда он возвращался обратно в Англию, где его ждали, чтобы представить свои результаты, его ждали, и вдруг именно в самолете он понимает о том, что он заболел, и уже когда он прилетел, то, естественно, легкие его пострадали, и на выходе его уже выводили, и когда к нему бежали его коллеги, чтобы встречать, он всем сделал такой жест о том, что это контактная инфекция, чтобы к нему не приближались. Почему я об этом говорю? Потому что сегодняшняя инфекция, которую мы с вами рассматриваем, да, она имеет первичную, вторичную и третичную профилактику. Первичная профилактика, чтобы мы с вами не заболели. Это конкретно, наверное, о тех, я не думаю, что нас сейчас видят в Ухане, да, это тот, кто мы с вами. То есть наша с вами определенная задача быть здоровым. То есть как я должен себя защитить. Отсюда стоит вопрос. Коронавирус был сегодня и вчера, был птичий грипп, был свиной грипп, завтра, наверное, еще какой-нибудь прилетит и так далее, и так далее. Но наличие хорошей иммунной системы, согласитесь, оно позволяет мне быть здоровым. И на это мы и надеемся, даже когда мы с вами ищем вакцину, действительно, сейчас брошены на это все силы на вакцину. Что такое вакцина? Чтобы мы у себя вызвали обратно иммунный ответ на антител. То есть кто будет выздоравливать? Антитела у кого будут вырабатываться?
конкретно у организма, у меня, у Да, Николая Васильевича, у да. вас. То есть вы должны понимать, что акцент на выздоровлении всегда лежит на нас с вами. И первичная именно сегодняшняя профилактика – это мы с вами. И поэтому мне хочется вспомнить сегодня замечательного нашего профессора Илью Ильича Мечникова, который 100 лет назад сказал, надо дикую среду нашего кишечника превратить в благородную команду, которая нам помогает. 80% нашего иммунитета на сегодняшний момент находится в желудочно-кишечном тракте. Поэтому, если мы с вами говорим о том, что я не хочу болеть, давайте обратим внимание, как работает наш желудочно-кишечный тракт. Мы можем обратить внимание, как мы с вами питаемся. Это очень важно. Поэтому первое правило, когда сегодня мы говорим о коронавирусе, я хочу вам всем сказать, пересмотрите свое питание и исключите простые углеводы. Это когда мы говорим про кишечник, но вы-то хотите услышать о коронавирусе. Безусловно, вы уже знаете. Я очень рада, что Всемирная организация здравоохранения объявила не только пандемию. Она напомнила всему человечеству, что люди, давайте мыть руки. Особенно давайте мыть руки после туалета, как это важно. Всемирная организация здравоохранения об этом говорит. Почему? Потому что коронавирус, прежде всего, передается воздушно-капельным путем, второй момент – бытовым путем, и третий – орально-фекальным. Инкубационный период самого заражения идет до 14 дней, поэтому карантин, который сейчас накладывается, он четко идет в специфике именно развития заболевания. То есть 14 дней карантин, и это правильно. Особенно, как я могу сказать, коронавирус – это инфекция путешественников. И очень много, мы почему с вами говорим, как таковые смертельные случаи, они пришли только к тяжелым больным, которые не смогли это перенести. Все остальное является легкой формой или носители, но он является носителем. И рядом с ним может оказаться, и вот такие трагические истории, как бы журналистский экстремизм никто не отменял, поэтому поменьше смотрите, пожалуйста, телевизоры, особенно когда там идут пластики, да? Все дело в том, что сегодняшняя инфекция, она еще больше нам говорит о том, как мы ответственны за свое здоровье и за здоровье окружающих. Если ты заболел банальным ОРЗ, не надо вот это совершать подвиг, не надо ходить на работу, останьтесь дома. Переболейте, помните, было это очень всегда, что такое было ОРЗ, да? Либо 7 дней болеешь, либо неделю, выбор за вами. Так и здесь. Пробудьте этот период дома. Да. При этом, как вам сказать, что вы делаете? Вы правильно питаетесь, вы начинаете, как сказать, добавлять фрукты, вы начинаете обязательно принимать витамины. В данном случае, безусловно, вы уже, как сказать, содержите и как-то исполняете принцип санэпидрежима. С близкими вы уже не так общаетесь, маски вы носите. То есть вы эти все правила давно знали и теперь знаете. Поэтому первично заключается в чем? Мы с вами носим маски как защитные, если вы заболели и если вы все-таки идете в какие-то места публичные. Да? Второй момент, безусловно, вы моете руки. Третий момент, санитарная гигиена, которую вы соблюдаете. И опять-таки возвращаемся, вы поднимаете свой собственный иммунитет. Это очень важно. Это наши с вами витамины. В данном случае, допустим, если я сейчас работаю с ароматерапией с эфирными маслами, то есть именно эфирные масла, они хорошо поднимают вот тот самый местный, локальный иммунитет, потому что первая инфекция, она идет через нос. Именно там стоит первый барьер, но почему-то этот барьер не у всех срабатывает. Почему? Значит, у нас давно там живет другая инфекция. Почему дети не болеют сегодня? Это же тоже очень интересно. А я вот сейчас мы разговаривали, я говорю, как раз, посмотрите здоровому ребеночку до 7 лет, его язычок, посмотрите полость рта, если он не больной. Язычок розовый, чистый, миндалины совершенно изумительный. То есть вся система дана уже нам при рождении, чтобы мы были здоровы. И только потом надо очень-очень-очень постараться, чтобы эта система не работала. Поэтому у ребенка работает система защиты именно на эту инфекцию. А, к сожалению, мы с вами начинаем немножко собирать, что называется, разгребать Авгеевы конюшни. И поэтому второй этап, в котором мы говорим о вторичной инфекции, вторичной профилактике, это уже при том, если вы заболели, безусловно, перенести это в легкую форму. Есть такая возможность, безусловно, есть. При этом я сейчас не буду с вами рядом работать доктора, у каждого есть, то есть средства именно в последующем возможности перенести это в легкую форму точно так же есть. Причем, опять-таки, мы держимся на нашем иммунитете. Это, опять-таки, правильное питание, соблюдение санитарно-гигиенических
мероприятий. Безусловно, мы с вами принимаем витамины, то есть общеукрепляющую терапию, и лежим дома, находимся. Почему? Потому что это идет и момент защиты окружающих, да, и при этом на момент вашей инфекции, безусловно, организм требует отдыха. Да, первые симптомы какие? Как и любые ОРЗ. Жжение в горле возникает. Безусловно, возникает насморк. Причем вы должны понимать, насморк – это идет дренаж, потому что вот эта репликация вот этого вируса, она, как сказать, вызывает ответную реакцию секреции, идет дренаж, то есть организм тоже пытается от этого освободиться. Безусловно, возникает температура, это очень замечательно, что возникает температура, потому что собственным интерфероном у нас заложен механизм, услышьте меня, собственные интерфероны вырабатываются при температуре 38 градусов. Как классно, что у вас возникла эта температура, потому что организм, он начинает, как сказать, сам вырабатывать, он начинает создавать собственные антитела, собственные защитные силы. А второй момент, ну и по всем прогнозам уже и по статистике сегодня уже мы можем говорить о том, что в Китае вопрос с этой эпидемией уже решен, и, в принципе, инфекция пошла на спад. У нас как бы немножко вторая волна, как и любое развитие событий, но мы тоже с вами прогнозируем то, что к началу мая это все исчезнет. И плюс для нас с вами будет изумительно наша с вами погода, потому что этот вирус, характерен для него сезонность, где-то ну, до 8 градусов тепла. В последующем он уже погибает. Поэтому да здравствует солнце, да здравствует весна. И мы с вами, как сказать, даже если не мы с вами, то сама природа нам пойдет навстречу, потому что повысит температурный режим, и уже эта эпидемия, безусловно, уже пойдет чисто метео по условиям на спад. Это тоже очень здорово, и мы должны это учитывать. Но опять-таки, ну и третичная как бы профилактика, здесь я ее не касаюсь, она исключительно врачебная, это уже анимационное мероприятие, когда тяжелого больного мы все-таки хотим сохранить и, как сказать, не привести к летальному исходу. Это уже, конечно, огромная, совершенно ресурсная, очень такая, как сказать, медицина, и на сегодняшний момент не все малые страны, но я имею в виду малые, как сказать, по численности, смогли обеспечить это. Это мы видим в Ну да, Италии. да, В принципе, число пострадавших было выше, чем были возможны. ну да. Поэтому, когда возникает эта ситуация, мне кажется, знаете, прежде всего 20 вот вообще 21 век, как Дора пришел, и вот это время, оно время образованности. Мы должны с вами знать, и для этого почитайте, пожалуйста, посмотрите. Очень понравилась огромная лекция и вообще выступление нашего главного пульмонолога, академика Чучалина. Истинная, совершенно информация достоверная. Она говорит о том, и мы с вами сегодня посвящаем это, а как я, конкретно я, могу участвовать в своем здоровье. Обратите внимание, когда вы по какой-то причине порезали свою руку, вы же на ними, ну как сказать, вы же не медитируете там не по клеточка к клеточке, сосудик к сосудику. Ваш, что называется, вот этот разрез на руке заживет без вас, если, конечно, там не ковыряться в грязи. Точно так же, когда возникает любое заболевание, наш организм максимально поднимает свой ресурсность на выздоровление. Это заложено в каждом человеке. И мы обязаны этому следовать. Мы обязаны, как образованные люди, знать определенные правила поведения. Поэтому первый момент. Да, на сегодняшний момент коронавирус есть. На сегодняшний момент наиболее, как сказать, реальная группа риска на тяжелые последствия – это возрастная группа мужчин и женщин с тяжелой патологией. Да, Ну, это конечно, есть. да, да. Правильно? Да, да. Второй момент. Все остальные, кто переносит в легкой форме, это тоже известно. Значит, мы будем стараться, если в легкую форму. И третий момент можно не забыть. То есть вы выбираете сами сейчас, где мы, каждый из вас, в какой группе вы находитесь. Мы с вами находимся в первой группе, потому что на сегодняшний момент как бы профилактируем. Если кто-то заболел, то он должен знать, что он сейчас прилагает все усилия перенести в легкую форму, поэтому либо вы дома на карантине, либо вы в стационаре. Третья группа, я могу только пожелать, что называется, чтобы эта третья группа выстрелила, и, безусловно, успеха тем врачам, которые борются за жизнь. Вот когда вы понимаете эту ситуацию, тогда давайте согласимся, все становится ясно. Ну да. Во-вторых, я бы хотела, чтобы сегодняшний вот как бы алгоритм, который мы сегодня, я поделилась этим, да, он был для вас заложен на будущее, потому что
Ну, 2-3 года пройдет, еще что-нибудь прилетит. Оно будет еще как-то называться. Давайте скажем так, мы вспомним 2003 год, 2012 год, сейчас мы можем говорить 2020 год. Как бы инфекция была, есть и будет, но и в нас с вами как было иммунитет, так и будет. Есть только маленькая особенность инфекции, которую вы должны знать. Это инфекция после перенесенного, так сказать, вот этого эпизода в последующем у ослабленных, опять-таки, больных запускает пусковой механизм на определенные изменения легких. То есть там начинает формироваться фиброз медленно. Поэтому я хочу вам сказать, это говорит о том, что вот сегодняшняя инфекция как раз говорит о том, что берегите легкие, берегите свой иммунитет, то есть берегите свой желудочный тракт. Отсюда мы сразу говорим о том, курить это вредно, чтобы вы понимали. Да? Дальше. Любые, как сказать, моменты, которые связаны с нагрузку желудочно-кишечного тракта, да, алкоголь, неправильное питание, это тоже вредно. У нас есть с вами возможность сейчас перестраиваться. Следующий момент, который мы тоже мне бы хотелось всем пожелать здоровья. Мне бы хотелось, чтобы вы были сейчас образованы, особенно вот такой вот национальный проект безопасности, который сейчас происходит, карантина, закрытие границ, это все явления достаточно временные. Причем они связаны с инкубационным периодом. Обратите внимание, инкубационный период воздушных капель на 14 дней, а все-таки в фекалиях все-таки высеивается еще 21 день. Поэтому я как начинала, что наша организация Всемирное организация здравоохранения первым делом сказала о том, что давайте начнем мыть руки, то и по окончании моей такого воззвания, я хочу еще раз сказать, пожалуйста, мойте руки после туалета, пожалуйста, соблюдайте гигиену, пожалуйста, берегите свое здоровье, желудочный тракт. И еще раз понимайте о том, что ваши легкие требуют ухода. Берегите своих деток, потому что то, что они у вас сейчас не болеют, это как раз заслуга, как сказать, того врожденного потенциала здоровья, который у них есть. Мы иногда очень сильно стараемся для того, чтобы к 40 годам почему-то легкие пропускали коронавирус, который по определению абсолютно может быть обязательно. Спасибо, Ольга Владимировна. Очень такая обстоятельная, конкретная и доступная информация. И я уверен, что каждому нашему зрителю будет очень полезно понимать вот из всего. Я четко и ясно, слушая вас, старался именно представить просто себя как обычный человек, не профессионал. То есть выключить профессиональную всякую критику, вот, как обычный человек, который никакого отношения к медицине не имеет. И совершенно ясно, что защититься от коронавируса возможно каждому человеку совершенно простыми способами. И, скажем, если вдруг все-таки заболел, то, несомненно, и пережить эту ситуацию тоже возможно, просто надо уделить этому личное внимание. Спасибо огромное. Рад, что вы с нами сегодня были, и уверен, что мы еще встретимся. Спасибо. Спасибо, уважаемые друзья. До встречи. Спасибо всем, да. Не болейте.